Приветствую, друзья! С детства помню вкус сочных домашних помидоров с бабушкиной грядки. Не только вкус, но и польза у них невероятная. Сегодня я поделюсь с вами своими секретами и расскажу, почему помидоры должны быть в вашем рационе каждый день. Немного из истории продукта. Помидоры родом из западной части Южной Америки. Неясно, были ли помидоры впервые выращены в Перу или в Мексике, но известно, что ацтеки выращивали их вместе с томатильи, физалисом, овощным и перцем чили. Историки говорят, что первым блюдом, приготовленным из помидоров, был соус, ацтеки растирали плоды с пряными травами. Из Мексики помидоры распространились в Испанию в XVI веке. Самое раннее упоминание о томатах в Европе было сделано итальянским врачом и ботаником Пьетро Андреа Матиоли в 1544 году. Европейцы с опаской относились к новым овощам еще пару сотен лет. Ведь помидоры входят в семейство посленовые, вместе с картошкой, баклажанами, стручковым перцем и табаком. Некоторые представители этого сообщества, дурман и белина, известны своей ядовитостью. Помидоры не считались хорошей едой до 17-18 веков, пока Испания и Италия первыми в Европе не проложили путь к будущему мировому господству этого овоща. В Крыму, Астрахани, Тавриде, Грузии начали выращивать помидоры как любовные яблоки, примерно с середины XVIII века. Основоположник российской агрономии, Андрей Тимофеевич Болотов еще в 1784 году писал, что в средней полосе томаты выращиваются во многих местах, в основном в комнатных условиях, в горшках и иногда в садах. Это случилось даже раньше, чем они были доставлены ко двору императрицы Екатерины II в 1780 году. Масштабно и серьезно к помидорам в открытом грунте начали в Астраханской губернии в середине XIX века. Оттуда овощи распространились в средние и северные районы Российской империи. Тепличное производство стало развиваться только с 1960 года. Площади некоторых тепличных комбинатов достигали 3000 гектар. Сегодня в мире выращивается более сотни миллионов тонн помидоров. Китай производит четверть из этого количества. За ним следуют Индия, Евросоюз, Турция и США. Польза помидоров. Употребление помидоров помогает улучшить пищеварение и кровообращение, снизить уровень холестерина в крови, вывести токсины из организма, предотвратить преждевременное старение, улучшить баланс жидкости и уменьшить воспаление. Этот овощ также предотвращает проблемы с кожей и инфекции мочевыводящих путей, помогает улучшить зрение и здоровье желудка. Помидоры борются с вредными последствиями курения. Курение может вызвать рак легких. Включение томатов в свой рацион поможет предотвратить это опасное заболевание благодаря обилию А-витамина. Нитрозамины являются основными канцерогенами, присутствующими в сигаретах. Кумаровая кислота и хлорогеновая кислота, содержащиеся в овощах, помогают компенсировать вредное воздействие этих канцерогенов. Состав, пищевая ценность и норма потребления. В помидорах есть витамины А, С, П, К, тиамин, лимонная и яблочная кислота, фруктоза и пигмент ликопен, сильнейший антиоксидант. Есть в них калий, марганец, магний, медь и фосфор. Не существует рекомендуемого количества помидоров, которые можно съедать в день. Просто не забудьте включить в свой рацион разнообразные фрукты и овощи, а не полагаться только на одни помидоры. Диетологи все-таки рекомендуют есть не более 3-4 штук в сутки. Мнение эксперта. С точки зрения нутрициологии, в чем же польза и вред помидоров? Большая польза помидоров заключается в ликопине и глутатионе. Они мощные антиоксиданты, которые обладают антиканцерогенным, противоопухолевым действием. Овощи полезны благодаря содержанию в них клетчатки, которая способствует улучшению работы ЖКТ и не дает быстро всасываться холестерину и глюкозе. Помидоры лучше употреблять в свежем виде, еще лучше целыми. И если все-таки нужно их резать в салат, съесть его лучше в течение 16 минут, чтобы не было окисления витаминов, которые содержатся в плодах.
помидоры – желчегонные продукты, поэтому людям с заболеванием почек, а именно отложением камней, с ними нужно быть осторожнее. При чрезмерном употреблении можно спровоцировать движение камней в почках и в желчепроводящих протоках. Еще необходимо обратить внимание на употребление помидоров людям, страдающим гастритом или язвой. Они довольно кислые овощи, вместе с большим содержанием клетчатки это может спровоцировать или усилить симптомы заболевания. Всем огромное спасибо за просмотр, если информация была полезна для вас, подпишитесь и поставьте лайк. Всем удачи и пока!